На вершине одной из самых опасных точек планеты стоит здание, которое не должно было бы существовать. Это не метафора и не киношный сюжет. Отель действительно построен у самого кратера действующего вулкана Масая в Никарагуа. В буквальном смысле слова, с веранды открывается вид на бурлящую лаву, а по ночам пейзаж подсвечивается ярко-красным светом, как будто ты заглядываешь в пасть ада. Этот вулкан называют вратами в преисподнюю не только из-за внешнего вида. Он активен, постоянно выбрасывает пары серы и периодически потряхивает округу. И именно тут какой-то гений маркетинга решил открыть отель. Гостям предлагают уникальное: ужин на краю кратера, ночевку в бунгало с видом на вулкан и прогулки по лавовым полям. Цена за ночь отнюдь не космическая. Все потому, что риск включен в стоимость. Интересно, что этот отель официально работает, лицензирован и даже получает положительные отзывы на туристических сайтах. Но главное — это ощущение, что ты находишься в месте, где природа вот-вот напомнит, кто здесь главный. И все-таки некоторые идеи заходят еще дальше. Если ты думаешь, что отель на вулкане — это предел безумия, то подожди, пока не узнаешь, как можно поспать в небе. Нет, это не рекламный трюк или фотошоп. Летающий отель — реальный проект, который почти завершен. Речь идет о гигантском летающем корабле, напоминающем гибрид самолета и дирижабля. Внутри полноценные номера, рестораны, панорамные окна и даже бассейн. Все это должно парить в небе на высоте нескольких тысяч футов, а полет длится неделями. Создатели идеи утверждают, что в будущем не нужно будет выбирать между где жить и как путешествовать. Ты просто арендуешь номер в небе, и он сам доставит тебя в любую точку мира. Пока проект находится в стадии испытаний, но первые коммерческие рейсы обещают уже через несколько лет. Главная фишка — стабилизация. Даже во время полета ты не почувствуешь турбулентности. Системы уравновешивания обеспечивают абсолютную плавность. На борту планируются кинотеатры, спортзалы и даже конференц-залы для деловых встреч в облаках. Если тебя впечатляет идея жить над землей, то подожди, пока мы не опустимся в самую тесную гостиницу планеты. И это не метафора. Приезжая в Токио, ты, скорее всего, не ожидаешь увидеть отель, где каждый номер — это капсула. Не больше гроба. Да-да, это именно так называют японские капсульные отели. Внутри там белые стены, мягкий свет, розетка, Wi-Fi и чуть-чуть места, чтобы лечь. Все. Вход закрывается шторкой или пластиковой крышкой, как в холодильнике. Звучит клаустрофобно? А теперь представь, что на один этаж таких капсул приходится до 100 гробиков. Все чисто, все стерильно, но это даже не экономия пространства. Это философия минимализма в чистом виде. Люди сюда приходят не жить, а отключиться от мира. Для многих иностранцев первое пребывание в капсульном отеле — это нечто между аттракционом и культурным шоком. Но японцы это обожают. Здесь можно переночевать за копейки, а утром принять душ в общем блоке и выпить кофе в автомате. Если ты думал, что меньше уже некуда, то ошибаешься. Есть место, где ты платишь за то, чтобы тебя посадили как заключенного. Снаружи забор с колючей проволокой, решетки на окнах, строгие охранники и табличка «Welcome to Jail Hotel». Добро пожаловать в гостиницу, которую раньше называли просто тюрьмой. Этот отель находится в Швейцарии и до середины 20 века был настоящей исправительной колонией. Сегодня номера здесь — бывшие камеры, железные кровати, двери с глазками, минимализм, нарочитая строгость. Некоторые комнаты даже сохранили оригинальные надписи на стенах от бывших заключенных. Это не шутка, они отреставрированы, но оставлены как атмосферные элементы. Но вот в чем ирония. Ты платишь за это. Причем немало. Люди в очередь записываются, чтобы пожить в камере. Почему? Потому что это дико. Потому что это против логики. Потому что такого опыта ты больше нигде не получишь. И потому что теперь ты сам выбираешь быть заключенным, но без последствий. Хотя есть места, где заключенным ты себя не почувствуешь. Там ты скорее почувствуешь себя наживкой. В этом отеле ты не просто спишь под водой, ты буквально внутри океана, и от постели тебя отделяет только стекло. За ним рыбы, медузы и, самое главное, акулы. Они подплывают настолько близко, что их дыхание словно стучится в твою душу. Находится этот подводный отель в Фиджи. Построен он из армированного стекла, устойчивого к давлению и ударам, а попасть внутрь можно только через подводный лифт. Там ты оказываешься в полной тишине и окруженным темной синевой, где каждый силуэт вызывает замирание сердца. Это не роскошь, а скорее испытание на прочность. Многие гости не выдерживают даже одну ночь. Им кажется, что стены сжимаются, а взгляд акулы — это больше, чем просто взгляд. Ты думаешь, это край? Только подожди, когда увидишь, где можно переночевать, стоя посреди арктического леса.
Если ты думаешь, что домики на деревьях — это только для детей или хиппи, то подожди, пока не увидишь Arctic Treehouse Hotel. Это полноценные апартаменты, установленные на толстых сваях прямо среди заснеженных деревьев неподалеку от полярного круга. Находится он в Финляндии, в условиях вечной зимы, где до ближайшего города десятки миль. Все сделано для ощущения уединения. Никаких соседей, никаких шумов, только ты, снег и медленно падающие хлопья за панорамным окном, которое занимает всю стену. Иногда за окном появляется северное сияние. И это не эффект для туристов, это обычный вечер. Чтобы добраться до отеля, нужно ехать на снегоходе или вездеходе. Там нет обычной дороги. Это как попасть в другой мир. Мир, где время течет медленно, и ты буквально живешь в сказке. И все это на высоте нескольких футов над землей. Но если тебе и тут покажется слишком комфортно, следующая остановка обещает буквально остудить кровь. В Швеции есть отель, который каждый год исчезает, потому что он сделан полностью изо льда. Его строят заново каждую зиму из блоков, вырезанных из замерзшей реки. Пол, стены, кровати, даже стаканы в баре. Все ледяное. Добро пожаловать в Ice Hotel. Температура внутри всегда ниже 32 по Фаренгейту. Постель застилают шкурами оленей, а гостям выдают термокостюмы и спальные мешки, рассчитанные на экстремальные температуры. Свет мягкий, голубоватый, как будто ты внутри айсберга. Интерьеры — произведение искусства, потому что каждый номер украшен уникальной ледяной скульптурой. Ирония в том, что людям это нравится. Настолько, что на бронирование нужно вставать в очередь за год. А главное, этот отель полностью исчезает весной, оставляя только фотографии и впечатления. И вот, ты остываешь до предела, а затем оказываешься внутри горы. В турецкой Каппадокии есть отель, который вообще не похож на здание. Потому что его нет. Он выдолблен прямо в скале. Это сеть пещерных комнат, соединенных коридорами, которые уходят глубоко внутрь горы. Снаружи только камень. Внутри роскошный интерьер с восточными коврами, мягким светом и окнами, выходящими прямо в пропасть. Воздух там всегда прохладный, даже летом. А тишина абсолютная. Если ты включишь музыку, она отразится от каменных стен так, будто ты в древнем театре. Здесь нет кондиционеров, потому что камень сам регулирует температуру. Ночью ты слышишь только ветер, гуляющий по ущелью. Это место идеально подходит тем, кто хочет сбежать от всего. От города, людей, даже интернета. Потому что на глубине сигнала нет. Но есть ощущение, что ты попал в другое время, как будто открыл дверь в древний мир. А вот следующий отель, кажется, сам стал частью природы. Только не леса, а буквально живого организма. Представь здание, которое буквально заросло деревьями. Не рядом с деревьями, а внутри. Это не шутка и не стилизация. Это реальный отель в Милане, Италия. Он называется Bosco Verticale, что в переводе значит «вертикальный лес». И это не просто метафора. Здание высотой более 800 футов покрыто более чем 20 тысячами растений, деревьев и кустов. На каждом балконе мини-лес. Корни уходят в специальные контейнеры, где работают автоматические системы полива. Эти растения очищают воздух, регулируют температуру, создают тень и даже заглушают шумы города. А ты, как гость, буквально живешь в лесу, на высоте 40 этажей. Это не просто отель, это манифест о том, как можно объединить бетон и природу, не разрушая ни то, ни другое. Тут даже птицы прилетают и селятся на балконах, создавая ощущение, что ты не в городе, а в джунглях. Но что, если мы перевернем это ощущение? Вместо того, чтобы жить на вершине, опустимся на самое дно. Есть место в Танзании, где ты просыпаешься и видишь небо, но необычное, это небо под водой. Отель Манта Резорт предлагает уникальные номера, расположенные на глубине около 30 футов под поверхностью океана. Ты живешь в стеклянной капсуле, плавающей на якоре прямо среди кораллового рифа. Снаружи рыбы, медузы, иногда черепахи. Внутри кровать, столик и мягкое освещение. Ночью к стеклу приплывают кальмары, осьминоги и даже скаты. Создается ощущение, будто ты стал частью аквариума. Только не смотришь внутрь, а находишься в нем. Добраться туда можно только на лодке, а питание и обслуживание доставляются по графику. Связи нет. Только ты, вода и абсолютное ощущение уединения. И все это посреди Индийского океана. Но есть и отели, которые не зависят от природы. Они превращают даже самую скучную вещь в роскошь. И дальше как раз такой. Обычный грузовик — это то, что ты обычно видишь на хайвее, забитый коробками, пищит при движении задним ходом и пахнет дизелем. Но кто-то однажды решил, а почему бы не превратить фуру в 5-звездочный отель? И сделал. Сегодня в разных частях США и Канады существует целая сеть переоборудованных фур, каждая из которых стала мобильным апартаментом класса люкс. Внутри дубовый паркет, дизайнерская мебель, камин с настоящим огнем, да, газовый, но выглядит солидно, и даже полноценная джакузи. Панорамные окна в кабине, глянцевые
глянцевый потолок с диодной подсветкой и встроенный проектор, превращающий стену в кинотеатр. Все это на колесах. Отель подается к тебе, а не наоборот. Секрет успеха в свободе. Такие фуры бронируют для уединенных поездок на природу. Ты паркуешься на берегу озера, включаешь камин, и вокруг только тишина. А утром просыпаешься под шум волн или щебет птиц. Один из самых востребованных маршрутов вдоль скалистых гор, где сменяются пейзажи от снежных вершин до пустынных долин. С каждым годом таких грузоотелей становится все больше. Некоторые оснащаются солнечными панелями и системами фильтрации воды, превращая их в полностью автономные капсулы. Раньше грузовики были символом рутины, теперь свободы и статуса. Но если грузовик можно превратить в отель, то почему бы не попробовать сделать это с чем-то еще менее подходящим? Например, со строительным краном. В Амстердаме прямо на берегу залива возвышается старый массивный строительный кран. Он выглядит как промышленный монстр из середины 20 века. Но если подняться на высоту около 100 футов, ты увидишь, это не просто ржавое железо. Это люксовый отель. Точнее, один единственный номер. Отель Фарал де Крейн — это без сомнения один из самых нестандартных способов провести ночь. Внутри современный интерьер, золотые акценты, джакузи с видом на город, стеклянные панели, из которых видно весь горизонт. Все это встроено в операторскую кабину крана, аккуратно расширенную и превращенную в комфортный номер. Даже лифт работает. Фишка в том, что этот кран не зафиксирован. Он может медленно вращаться вокруг своей оси, и ты никогда не знаешь, какой вид будет с утра. На воду, на старый порт или на историческую часть города. Для любителей экстрима предлагают прыжок с крана с банджи прямо с крыши отеля. Завтрак после этого особенно бодрит. Одна ночь здесь стоит как недельный отдых в обычном отеле. Но брони расписаны на месяцы вперед. Потому что это не просто номер, это история, экстрим и контент для соцсетей в одном флаконе. А вот следующий отель — история о прошлом, забытом, но невероятно атмосферном. Там, где дизайн не про будущее, а про ностальгию. В Южной Корее, в самом сердце Сеула, есть здание, которое выглядит как гигантский телевизор из 60-х. Огромный, прямоугольный, с крутилками, антеннами и даже выпуклым экраном. И это не арт-объект, а полноценный бутик-отель. Его внутренности — погружение в ретро-фантазию, как если бы ты попал внутрь винтажной электроники. Каждый этаж выполнен в стиле определенной эпохи. 50-е, черно-белые тона, линолеум, бабушкины шкафы. 60-е, психоделические обои и виниловые проигрыватели. 70-е, бархат, дерево, золотые пепельницы и постеры Боуи. А сверху лаунж с неоновыми надписями и коктейлями по рецептам прошлого века. Здесь все работает. От старых телефонов с диском до телевизоров с пленками. Даже завтрак подается в ланчбоксах тех времен. Это не просто отдых, это театрализованная поездка во времени. Люди специально бронируют определенные даты, чтобы попасть в свои 70-е или чужие 50-е. Каждая деталь здесь продумана. От запахов до музыки, играющей из радиолы. И все это внутри бетонного телевизора, который кажется декорацией, пока не зайдешь внутрь. Но если тебе показалось, что это уже край минимализма, подожди. Следующий отель состоит всего из одного номера. В швейцарских Альпах посреди луга стоит ничего. Точнее, кровать. Прямо под открытым небом. Рядом тумбочка, лампа и персональный дворецкий в костюме. Этот отель называется Null Stern Hotel, то есть 0 звезд. И он предлагает опыт абсолютного отсутствия всего. Номер действительно один. Нет стен, нет крыши, нет ванной. Ты спишь под звездами, среди травы и звуков природы. Персонал приносит тебе ужин на подносе, рассказывает прогноз погоды и исчезает. Остальное — тишина. Даже сигнал телефона здесь слабый. Это не про комфорт, а про контраст. От полного цифрового шума к полной тишине. Интересно, что брони расписаны на весь сезон. Люди платят сотни долларов за возможность почувствовать пустоту. Здесь нет телевизора, нет соседей, нет даже настоящей подушки. Зато есть ветер, звезды и ощущение, что ты главный герой артхаусного фильма. Все продумано до мелочей. Если идет дождь, гость сразу переносится в близлежащий альпийский домик. Но если погода хорошая, тебя оставляют одного наедине с миром. Кажется, это край уединения. Но есть место, куда добраться сложнее, чем куда-либо еще на планете. И там тоже можно переночевать. Глубоко в джунглях Папуа-Новой Гвинеи, в месте, куда не летают самолеты и не ходят автобусы, стоит построенный вручную отель. До него добираются пешком, дни пути через болото, тропические леса и подвесные мосты. Это место называют отелем-призраком, потому что о нем почти никто не знает, и на картах он отмечен только по координатам GPS. Построен он из дерева, бамбука и пальмовых листьев. В нем нет электричества, но есть гамаки, смотровая башня и, самое главное, полное отсутствие цивилизации. Сюда приходят археологи, сумасшедшие туристы
и те, кто действительно хочет исчезнуть из мира. Удивительно, но отель работает официально и даже имеет сертификат от местных властей. Он охраняется племенем, которое живет по соседству и помогает в быту. Их присутствие придает дополнительную глубину опыту. Они рассказывают легенды, показывают местные обряды и ведут экскурсии вглубь леса. Это не отель, это портал в мир, который остался неизменным сотни лет. И, возможно, лучшее место, чтобы окончательно отдохнуть от всего, что мы называем современным миром. А на этом конец нашего странствия. 15 мест, которые звучат как вымысел, но существуют. И каждый из них напоминает, что границы реальности гораздо шире, чем кажется.